Главное, чтобы видно было бургер и конец моей головы. Хольцмаркт — это в переводе означает деревянный рынок. Это такая небольшая, они называют это деревушкой, на берегу реки Шпрее. Грубо говоря, это набережная. Набережная, которая интересным образом организована. Здесь много лавочек, кафе, тропинок, маленьких построек. Все это в таком интересном, хаотичном арт-стиле, который так соответствует Берлину. Тут есть диско-будка, в которой можно за 2 евро потанцевать, даже есть сердючка. На территории Хольцмаркта часто проходят разные выставки и фестивали. В рождественское время здесь достаточно крупная рождественская ярмарка. В Хольцмаркт могут приходить все желающие. То удобно, сюда можно приходить со своей едой, напитками. Вход абсолютно бесплатный. Вообще это прекрасное место, просто отдохнуть, пообщаться, посмотреть на хорошие виды реки. Места, где можно вкусно подкрепиться, занимают важную часть отдыха или путешествия. Сегодня мы идем в Берлин Burger International. Очень интересное место с виду, как обычная забегаловка. Маленькая дверка, окошко, все заклеено стикерами и граффити, но здесь есть одна большая особенность. То есть это один из тех самых примеров, которые показывают самую ту олдскульную берлинскую атмосферу. Многие люди там играют в приставку. Само помещение, наверное, 4 квадратных метра. Тем не менее, чаще всего оно забито. Люди ждут в очереди, либо же заказывают еду на дом. Тойфельсберг в переводе означает «чертовая гора». Это рукотворная гора, сделанная из обломков, которые остались после Второй мировой войны. Во время Холодной войны здесь находилась американская радиостанция перехвата. После падения Берлинской стены станцию закрыли и сделали это больше как туристическим местом. Внутри есть достаточно много стен, расписанных очень интересными, красивыми граффити. Есть доступ к верхнему куполу, где просто потрясающий вид, но очень-очень ветрено. Стоит с собой запасаться пледами, какими-то напитками. Добраться на Тойфельсберг — это не такая уж и простая задача, так как он находится немножечко в стороне от самого города Берлина, и просто даже через лес на эту гору придется идти, где-то полчасика. Это просто помечтать, посмотреть на закат, насладиться видом, посмотреть на разное творчество, пофоткаться. Тут нету таких прям очень сильных проверок, и если ты не уйдешь раньше, чем время закрытия, то ты рискуешь остаться закрытым на вершине этой горы посреди леса, и это не всегда так весело. Это не всегда так весело. Сисифус — это явный пример типичного берлинского техноклуба. Особенностью берлинских клубов, а также и Сисифуса, является то, что они работают нон-стоп с пятницы по понедельник. И достаточно многое количество посетителей ходят на все выходные с рюкзаком, некоторые с зубной щеткой. Он располагается на достаточно большой территории, поэтому вмещает в себя несколько
внутренних помещений и большую открытую летнюю площадку. Если ты приходишь в пятницу или субботу вечером, то тебе придется хорошенько постоять в очереди. 2, а то и 3 часика. Этот клуб находится в достаточно отстраненной от всего вокруг местности. Тебе надо заранее запастись всем необходимым, чем занять себя в очереди. В этом клубе проходит избирательный фейс-контроль. Хотя есть разные слухи, легенды, что нужно одевать, что нужно говорить, чтобы попасть внутрь. Но все это на самом деле чепуха и не всегда работает. Поэтому, да, есть такой риск простоять 3 часа в очереди и не попасть внутрь. Но он того стоит. Привет! Если тебе понравилось это видео, то жми лайк. Это наше первое видео, поэтому твоя поддержка так важна для нас. Напиши в комментариях, что тебе понравилось, не понравилось, чтобы ты поменял в этом видео, а также что тебе хотелось бы узнать в следующих видео. И не забудь подписаться на наш канал Aloe Crystal, потому что впереди тебя ждет много интересных, необычных и очень полезных видео. Это вегетарианский буфет The Rose. Тут есть интересное предложение меню. Ты выбираешь размер тарелки. Например, маленькая тарелка включает в себя 2 горячих блюда и 1 салат на выбор. Кстати, я взяла себе маленькую тарелку. Это маленькая тарелка, которая стоит 6,40 евро. И на ней... Я не знаю, как я это съем. Мне кажется, даже маленькая тарелка тут рассчитана на 2 человека, потому что тут есть лазанья из баклажанов и овощей, овощное рагу, салат из бобов. Это все присыпано кускусом и рисом. Кстати, насыпают кускус и рис по твоему желанию. То есть они могут еще чуть ли не такую же горсть тарелки. Мне кажется, если бы у них была возможность, они бы сыпали, оно типа, вот пока пирамида там не дойдет до верха и уже по краям не пойдет, они бы сыпали. Многие берлинские заведения, особенно вегетарианские, они отличаются тоже своими особыми декорациями, интерьером, пытаются придумать что-то интересненькое, такое необычное. Ну и что очень важно и удобно, то, что этот буфет открыт почти всегда, 7 дней в неделю, с 10 утра до 11-12 вечера, и, как я знаю, что выходной у них только в Новый год. Берлин – одна из самых зеленых столиц Европы, и это заметно даже, когда ты подлетаешь к Берлину. Все настолько купается в зелени, что такое ощущение, что ты подлетаешь не к мегаполису, а к какой-то деревушке. И только телебашня говорит о том, что да, это он. И в отличие от многих других городов, где все парки и зеленые зоны застраиваются, здесь иногда все происходит наоборот. И какие-то индустриальные зоны превращаются в парки или общественные места. Темпельхоф – это когда-то рабочий аэропорт. Он был построен в 1920 году. В 2008 году аэропорт закрыли, а взлетные площадки и поля превратили в парк. Сейчас это служит местом отдыха семей. Люди занимаются здесь спортом, устраивают пикники, отдыхают. Очень популярное место для лэндкайтинга. В хорошую погоду тут все усеяно воздушными змеями и парашютами. Я предлагаю не тратить время. Если оно получилось, то нам большего не надо.